Добрый день, дорогие друзья! На Гугле 77 тысяч ссылок на обзор этого маленького помощника Mi Band 2, перевернувшего представление всего мира о том, каким должен быть самый востребованный в мире аксессуар для спорта и повседневной жизни. За 2017 год их продали, вы только вдумайтесь в эту цифру, 3,4 миллиона экземпляров. Это учитывая, что их начали продавать 30 июня 2016 года. И как вы видите, интерес к ним до сих пор не остыл. А теперь перейду, собственно, к делу. Расскажу, откуда у этих фитнес-браслетов такой же уровень продаж, как у Apple Watch. Первое, это их цена. Вместе с доставкой сейчас реально купить их за 1000 рублей. Я покупал их с доп-браслетом за 1700 рублей около полугода назад. Даже на российских сайтах их цена в среднем составляет 1400 рублей. А во время акции вообще можно купить их за 700 рублей. Второе, наличие пульсомера, притом довольно адекватного. При изменении пульса современным медицинским тонометром разница с ним обычно составляет не более 8 ударов в минуту. Третий, адекватный шагомер, в отличие от умных часов и вашего телефона с гироскопом, он не станет считать ваши шаги, когда вы едете в транспорте. Четвертое, это сборка. Я специально ношу его уже более полугода и теперь могу с полной уверенностью заявить, что эта вещь собрана более чем качественно. Ничего не отвалилось, не откололось, не отклеилось. Царапины незначительные. Пятое, это датчик сна и слежение за ним. И это всем причина, потому что обычно люди, например, я, не могу спать в умных часах от того, что это безумно неудобно. Этот фитнес-браслет за счет своих размеров на руке вообще не ощущается, что позволяет с ним спокойно спать. Шестое, простое управление, которым можно пользоваться даже в самых лютых зимних условиях. Даже после заморозки в холодильнике в течение 30 минут датчик реагирует на ура. Седьмое, очень близко к шестому, живучесть аккумулятора. В день, когда они мне пришли, они были полностью разряжены, но телефон, к которому я их привязал, я разбил в тот же день. И после долгих танцев с бубном в попытке привязать их к другому телефону, я пришел к выводу, что их нужно разрядить и тем самым сбросить их настройки. 2 недели они провели у меня в морозилке, в надежде, что они быстрее разрядятся, пока они наконец-то полностью не разрядились. Хотите верьте, хотите проверьте. Вот такая у них батарея. Я уверен, что когда вы начнете ими пользоваться, вы даже будете забывать, когда последний раз их заряжали. Хорошо, что вам программа будет об этом напоминать. Восьмое. Это эстетически крайне продуманная вещь. Идет как мужчинам, так женщинам и детям. Называть ее аксессуаром конкретно для какой-то из половин человечества не повернется язык. Носят эти браслеты как культуристы, так и девушки на йоге. Девятое, это стоимость и многообразие аксессуаров. Не для одних часов и фитнес-браслетов вы не найдете столько возможных ремешков, цепочек и фенечек на любой цвет и вкус и карман, как к этому фитнес-трекеру. Вы ведь понимаете, что спрос рождает предложение. Когда официально продано 2,5 миллиона браслетов, не считая их реплик, которых тоже море в интернете, как минимум в 2 раза больше будет продано ремешков к ним. Кстати, мой второй ремешок обошелся мне всего в 60 рублей. Пластик ничуть не хуже того, что шел в комплекте. Десятое, как это не банально, это удобство зарядки. Маленькая, компактная и простая, в отличие от зарядки к спортчасам Amazing Fit. 11. Они влагоустойчивы. В бассейне в них я плавал. Все хорошо и строи не вышли. Для примера показываю, как они ведут себя после того, как их подержишь под струей в ванной. 12. Максимально простые и удобные оповещения о сообщениях, звонках и уведомлениях тех программ, которые вам необходимы. Пока вы думаете, что вам это не нужно, но пройдет время и вы заметите, что это необходимая вещь. 13. Вы слишком долго сидите без движения? Это мучительное напоминание, которое вы обязательно себе поставите, будет вечно приводить вас в определенного рода замешательство. Но буквально через неделю вы начнете замечать, что ваше самочувствие сильно улучшилось. Так что не пренебрегайте данной функцией. 14. Этот браслет без проблем работает со всеми платформами, как iOS-систем, то есть у Apple, так и у Android. У моей супруги iPhone, и на нем программа Mi Fit также великолепно видит Mi Band, и он также великолепно к ней присоединяется, как и на моем родном Xiaomi Redmi 4. 15. Вы будете приятно удивлены поддержкой данного аппарата. Несмотря на то, что модели идет уже 2-й год и скоро начнется 3-й, инженеры-производители про нее не забывают и регулярно дорабатывают прошивку. 16. Удобная аналитика. Ничего лишнего и все абсолютно понятно. Никаких громоздких многоуровневых настроек, возможность считать нагрузку даже при занятии в спортзале на беговой дорожке. Все просто и понятно. Расстояние, время нагрузки, количество калорий и количество шагов. Максимально просто и исчерпывающе. 17. Наличие умного будильника. Поверьте, что эта функция очень сильно улучшит ваше самочувствие и изменит отношение ко сну. Несмотря на то, что в стандартной прошивке его иногда не бывает, вы всегда сможете скачать программу для этих часов
для того, чтобы у вас был умный будильник. 18. Наличие такой приятной вишенки на торте, которую вы обязательно полюбите, как разблокировка планшета или телефона при нахождении рядом с трекером. Безумно просто и удобно. 19. Голосовой помощник для бега. Те, кто хоть раз сталкивался с тем, что не знают, как проводить тренировки или как хотя бы их начать, программа Mi Fit в паре с этим браслетом не только смотивирует вас, но и поможет вам быстро набрать необходимую форму, поставит вам цель по активности и весу и обязательно поможет ее достичь. 20. Этот браслет – детище фирмы Xiaomi. Они прямые конкуренты Яблока. Их детище всегда качественны, просты и доступны. И Mi Band считается чуть ли не главным их товарным знаком. Не зря его перезапуск, а именно Mi Band 3, запланирован аж через 2 года продаж. И это правда самый сбалансированный в плане функций, качества и сборки подобный товар на рынке. Все, что нужно и ничего лишнего, чтобы понять, нужны ли вам подобные гаджеты, а конкретно фитнес-браслеты и умные часы. Польза.com. Подписывайтесь, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Добра вам и удачи!